Несмотря на панику, которая была во время падения биткоина ниже 90 тысяч в начале года, настроение на рынке резко изменилось после данных по инфляции в США, а также на фоне предстоящей инаугурации Трампа 20 января. Биткоин снова пробил 100 тысяч и, как это всегда происходит, вызвал рост всех альтов. На данный момент мы получаем огромное количество положительных новостей, которые связаны с криптовалютой. Это и запуск крипторезервов в США, одобрение новых ETF на альты, смена администрации в SEC и в целом создание самого прокриптовалютного конгресса в США за счет прихода Трампа. И как показывает практика, крипта фиксирует самые большие проценты роста именно во время вот таких циклов, когда ее активно обсуждают, тем более правительственные чиновники США. Следовательно, прямо сейчас отличное время для того, чтобы сформировать хороший, сбалансированный криптопортфель для заработка не только в долгосрочной, но и краткосрочной перспективе. И в этом видео мы подготовили для вас несколько монет, которые имеют самый высокий потенциал на рост в 2025 году. Да, друзья, вы нас просили, ставили лайки, и мы выпускаем тот самый топ лучших криптовалют на целый год. Но сегодня мы не просто назовем тикеры этих токенов, а разберем самые прибыльные тренды на рынке в этом году, одним из которых станут мемы, захватившие прошлый год. И особое внимание мы уделим токену Трампа, который был запущен буквально вчера. И на его росте один трейдер уже заработал более 90 миллионов долларов. А кроме разбора самих монет, я покажу вам лучшие уровни, где их стоит накапливать и продавать. Также в сегодняшний топ должен был попасть эфириум, у которого в этом году пройдет масштабное обновление, и большие фонды прогнозируют, что 2025 год должен стать очень положительным для его цены, за счет чего он может даже пробить 5000. Но эту тему мы оставили для отдельного видео, где мы подробно разберем все новости и катализаторы роста эфира на 2025 год. А чтобы это интересное видео вышло как можно раньше, поставьте 3000 лайков, ведь только ваша поддержка влияет на скорость и качество нашего контента. Всем, кто ставит лайки, огромное спасибо, желаю приятного просмотра, с вами Влад, давайте начинать. Итак, дорогие друзья, рад вас видеть на канале Coin22. И как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о самых перспективных монетах, а также о прибыльных трендах, которые будут на крипторынке в этом году, как те же мемкоины. И кстати, о нашумевшем меме Трампа первыми узнали подписчики нашего телеграм-канала, где мы выложили пост, когда его цена была на уровне $13, после чего он вырос более чем на 100%. Также в телеграм мы делимся самыми актуальными и важными новостями, поэтому чтобы оставаться в курсе всех событий и вместе с нами на них зарабатывать, обязательно подпишитесь прямо сейчас, ведь в ближайшее время будет очень много новостей, связанных с Трампом и не только, которые будут отражаться на движении рынка. Про мемкоины мы сегодня еще обязательно поговорим, но начать я бы хотел с не менее важного тренда, который будут обсуждать в ближайшее время. И конечно же это запуск новых ETF, а именно на Solana, XRP и еще на Litecoin. Что касается Solana, то такие компании как OneEgg, 21 Shares, Bitwise и Canary Capital ожидают решения SEC 25 января, в то время как решение по заявкам Grayscale мы получим 23 числа. Хотя во время публикации этого видео уже может появиться новая информация касательно одобрения. Одобрение ETF на альткоины станет новым этапом в принятии криптовалюты в США. И несмотря на то, что сейчас запуск ETF на Solana все еще остается под вопросом, глава ETF Store Нейт Джерачи недавно заявил, что XRP и Solana ETF одобрят до конца этого года. Само собой, такая уверенность связана с приходом нового главы SEC Пола Аткинса, которого назначил Трамп, и он активно поддерживает криптовалюту. Влияние запуска ETF на Solana обещает быть очень положительным, о чем даже сообщили аналитики банка JP Morgan, и они заявили, что Solana может получить приток капитала от 3 до 6 миллиардов долларов, что легко может поднять ее цену до $500. И в целом хороший пример влияния ETF на монету – это биткоин, а также эфир, которые активно выросли после одобрения ETF. Вчера Solana уже пробила новый исторический максимум $270, и учитывая ее потенциал, это далеко не предел, о чем я вам говорил в наших топах, которые выходили еще под конец прошлого года. По внутренним показателям Solana также намекает на долгосрочный рост. ETF в сети пробил новый максимум в 10 миллиардов долларов. Также за последние 24 часа цифры показывают, что ежедневный объем DEX Solana взлетел до 10,4 миллиарда долларов, что почти в 3 раза больше, чем у эфира. Поэтому не иметь в своем портфеле в 2025 году Solana – это большая ошибка, которую я советую вам исправить. За неделю Solana выросла более чем на 50%. Покупать прямо сейчас по рынку не всегда хорошо, поэтому можно присмотреться вот к этому
этому первому диапазону спроса в области прошлого сопротивления от 220 до 235 долларов, где пройдет консолидация перед следующим скачком цены. Но первым одобренным ETF в 2025 году вероятнее всего станет Litecoin, о чем на днях заявил старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас. 16 января биржа NASDAQ подала специальные заявки 19B4 для листинга ETF Litecoin от компании Canary Capital. Эрик Балчунас добавил: «Не вижу никаких причин, по которым заявки отклонят, учитывая, что SEC прокомментировала S1. Litecoin рассматривается как товар, и скоро появится новый глава SEC. Киты увеличили накопление Litecoin на 25% на фоне спекуляций, которые касаются одобрения ETF, и его цена выросла на 50% за неделю. Даже если инвесторы будут использовать 6% от общего притока в биткоин ETF, то Litecoin может получить 580 миллионов долларов притока капитала после запуска». Джеймс Сейфорд сообщил, что после заявок 19B4 должно пройти пару недель, поэтому плюс-минус в начале февраля будем ждать решения SEC. На этом фоне Litecoin будет стремиться к первой цели 150 долларов, что станет новым локальным максимальным уровнем за последние 3 года, а купить его можно будет на небольшом откате вот в этом диапазоне, чтобы ожидать запуск ETF. Но в любом случае инвесторы больше всего ожидают решений ETF по XRP. На данный момент 4 компании, а именно Wisdom 3, Bitwise, 21 Shares и Canary Capital подали заявки на спотовый ETF XRP. Правда, у XRP, в отличие от Solana и других, есть еще одна проблема в виде судебного дела SEC, что может затянуть принятие ETF, особенно после недавней апелляции. Но, как заявляют эксперты, эту апелляцию могут отозвать с приходом Пола Аткинса, после чего полностью закрыть судебное дело уже к лету и, соответственно, запустить ETF. Цена XRP отреагировала на все эти новости ростом, пробив заветные 3 доллара. Хотя когда в прошлом году, когда я говорил покупать XRP на спаде, многие писали, что он уже пробил свои максимальные уровни и выше не пойдет. Однако текущие катализаторы говорят о обратном. Тем более после того, как появились слухи, что Трамп планирует создать полноценный крипторезерв, состоящий не только из биткоина, но также из Solana и XRP, о чем заявили источники New York Post, что реально имеет место быть, учитывая недавнюю встречу главы Ripple и главного юриста компании с Трампом. Также JP Morgan прогнозирует, что за счет запуска ETF XRP может получить от 4 до 8 миллиардов долларов притока капитала, что несомненно отразится на его цене. Ожидается, что в ближайшее время XRP будет торговаться вот в этом диапазоне, накапливая ликвидность для роста, и компания Ripple будет ожидать комментарии от нового руководства SEC. Как я сказал ранее, есть высокие шансы, что Пол Аткинс закроет судебное дело, и это по итогу приведет к одобрению ETF. Так что будем следить за новостями от Ripple и ожидать жирной точки в этом затяжном судебном деле. Конечно, если вы планируете держать монеты в долгосрок, а XRP и Solana для этого отлично подходят, лучше следовать стратегии DCA и регулярно накапливать на разных уровнях, чтобы сформировать хорошую среднюю цену. Ведь, например, старые зрители нашего канала знают, что ту же Solana мы начали покупать еще по 10 долларов. Тем не менее, на краткосрочных движениях также можно получить профит. Вот только для этого нужно знать, как правильно входить в рынок и на каких уровнях открывать сделки. А с этим вам помогут аналитики нашей подписки Coin22 Pro, которые ежедневно следят за рынком и публикуют уже готовые торговые идеи с четкими точками входа и уровнями для фиксации прибыли, за счет чего все участники Pro на этой неделе заработали от 85% на росте Atom, от 75% на пампе XLM, от 70% на лонгах по токену Link и еще на многих других монетах. Причем с нами также зарабатывают и новички, которые предварительно проходят наше пошаговое обучение, где кроме информативной теории есть полноценная практика со специалистами. Также мы индивидуально помогаем собрать прибыльный портфель, который балансируем на протяжении всей работы. В прошлом видео я сказал, что до и после 20 января на рынке реально будет жарко, и я оказался абсолютно прав. Поэтому если вы не успели заработать на этом локальном росте рынка, не упускайте свой второй шанс, а станьте участником Pro и уже сегодня получите первую прибыльную сделку. Ведь для этого нужно просто перейти и написать нам по ссылке в описании. Следующий тренд, который 100% остается в центре внимания в начале 25-го и на протяжении всего года, это, конечно же, всеми любимые мемкоины. В подведении итогов прошлого года я говорил, что на рынок мемов пришлось около 30%, но учитывая, что сам президент США официально запускает свой мемкоин, то в 2025 году этот сектор может привлечь еще больше внимания инвесторов. Но на какие мемы действительно стоит обратить внимание? Ведь сейчас их реально очень много. В данном случае давайте сразу разберем недавно запущенный токен Трампа, чтобы понимать,
какие у него перспективы, особенно после 20 января. Как мы писали в нашем Telegram, 18 января Трамп у себя в Твиттере официально объявил о запуске токена Трамп на сети Solana. Сразу после этих публикаций возникли опасения, что Твиттер Трампа взломали для того, чтобы прорекламировать токен. Однако эта монета реально принадлежит Трампу. За сутки токен взлетел более чем на 300% и занял 28 место в рейтинге, хотя его токеномика уже вызывает некоторые опасения. Один аналитик сообщил, что 80% монет принадлежит одному кошельку. Публичное распределение занимает 10%, а ликвидность также 10%. И он называл такую токеномику дикой для мемкоина. На официальном сайте указано, что на момент запуска общий запас токенов Трамп составляет 200 миллионов, а за 3 года оно вырастет до 1 миллиарда. На данный момент только 20% доступно для инвесторов и пулов ликвидности, в то время как оставшиеся 80% разделяется между 6 цифровыми группами создателей, которые начнут разблокировку через 3-12 месяцев. Монета Трамп связана с компанией CIC Digital LLC, которая принадлежит Трампу, и ранее она занималась продажей NFT-токенов, кроссовок и других товаров, связанных с Трампом. И в прошлом году данная компания получила прибыль в размере 7 миллионов долларов за счет использования имени Трампа на разных криптопродуктах. Конечно же, нужно четко понимать, что это мем, и Трамп не преподносил данный проект как инновационную разработку со своим блокчейном. Тем более сейчас мемы еще больше привлекают внимание инвесторов, чем какие-то утилитарные токены со своим блокчейном, что подтверждает отчет за прошлый год. Таким образом можно выделить часть своего портфеля, примерно до 4, максимум до 5% на мемы, одним из которых может стать новый официальный токен Трампа, который буквально за один день стал 4-м мемкоином на рынке. Но в данном случае не стоит рассматривать долгосрочную перспективу. Эта монета будет иметь потенциал на рост только во время новостей и шумихи, связанной с Трампом. Поэтому перед покупкой обязательно учитывайте очень высокие риски у коррекции до 50% буквально за один день, особенно спустя неделю после инаугурации Трампа. Ну и конечно же сумму на покупку выделяйте небольшую. Ни в коем случае не стоит скупать на все деньги. А вот более надежный мем, который стоит рассмотреть для покупки в этом году, это Доги, о котором я также говорил в прошлом году. Ведь как только Трамп займет должность президента, это станет официальным началом работы департамента Илона Маска. Причем сейчас все аналитики прогнозируют, что вероятность того, что Доги достигнет $1 до 31 января, составляет 60%. Криптотрейдер Дан Крипто подчеркнул, что недавний ценовой пробой Доги стал результатом двух периодов накопления между уровнями 30 и 33 цента. В начале 2025 года Доги сформировал модель пробоя, которая снова опустила цену ниже 40 центов. Однако недавнее повторное тестирование и восстановление цены выше 35 центов заложило прочную основу для дальнейшего роста Доги. Также интерес на рынке к Доги снова начинает расти. Данные Santiment сигнализируют о покупке китов на сумму 200 миллионов долларов за последние 48 часов. С таким потенциальным импульсом роста Доги популярный аналитик VSB Trade сказал, что шансы достичь $1 до конца января составляют 60%. Трейдер добавил: не забывайте о самом богатом человеке на планете Илоне Маске, а также самом влиятельном президенте США Дональде Трампе. Но $1 для Доги это 150% роста. И конечно такой рост до конца месяца маловероятен, но в рамках одного квартала вполне возможный, особенно зная Маска, который любит публиковать Доги у себя в Твиттере. А может быть даже после потенциальной покупки ТикТока в этом году Маск начнет делиться Доги и в этой новой соцсети. Сейчас цена формирует восходящий тренд, и первые подходящие уровни для покупки находятся вот в этом диапазоне, так что будем внимательно следить за твиттером Маска. Также, когда речь заходит о мемах, сложно обойти стороной Пепе, который, кстати, также недавно у себя в Твиттере упоминал Илон Маск. На этой неделе Пепе вернул себе звание третьего самого популярного мема на рынке. Компания Spot on Chain показала, что сильная активность китов подпитывает импульс Пепе, ведь вчера буквально за пару часов было куплено 480 миллиардов токенов Пепе, а один кит вообще вывел 280 миллиардов токенов на сумму 5 миллиардов долларов из биржи Binance. Это сигнализирует о потенциальном отскоке цены Пепе после консолидации, вызывая новый интерес к монете. Также активные депозиты Пепе неуклонно снижались в течение последних нескольких недель, и сейчас они останавливаются. Это снижение депозитов, имеется в виду отправление монет на бирже, является позитивным сигналом, указывающим на снижение давления продаж со стороны холдеров. Более низкие активные депозиты часто коррелируют с желанием инвесторов ликвидировать свои монеты, что дает криптовалюте больше возможностей для стабилизации и восстановления. Учитывая трудности Пепе в условиях локального падения, снижение активности продаж является решающим фактором в поддержке потенциального отскока цены. Поскольку продажи замедляются, монета находится в лучшем положении для консолидации и восстановления восходящего импульса в ближайшие дни. Мемкоины бесспорно останутся главным трендом на крипторынке,
ведь они привлекают внимание инвесторов большим ростом и более высокими процентами прибыли, а также они фиксируют более активное движение на фоне положительных новостей. Но такое движение цены также является минусом, ведь пока другие альты падают на 5-10%, мемы сыпятся на 25-30%. Это нужно учитывать перед покупкой. И не бойтесь покупать Пепе чуть ниже желаемого уровня, ведь если вы думаете, что цена туда не упадет, в большинстве случаев она падает и идет еще ниже. Сейчас можно рассмотреть вот этот диапазон. При этом напоминаю, что не стоит забивать весь свой портфель мемкоинами в надежде на большой рост. Выделяйте максимум до 5%, ведь чем рискованнее монета, тем меньше денег в нее нужно инвестировать. Но и закрывает наш сегодняшний топ монета, которую покупает компания Трампа, и это Link, с которым в последнее время выходило очень много новостей. Во-первых, в начале года появилась информация о том, что Ripple интегрирует Chainlink, чтобы помочь ввести свой новый стейблкоин RLUSD в блокчейн. Это партнерство имеет несколько ключевых особенностей, наиболее важной из которых является интеграция данных о ценах в реальном времени в блокчейне RLUSD. Chainlink со своей стороны в последнее время интегрирует несколько известных компаний. Фирма заключила партнерство с биржей Coinbase, а также недавно протокол Aave объявил о своей интеграции с Chainlink, а одной из последних компаний, которая объявила о партнерстве с Chainlink, стала именно Ripple. Также буквально на этой неделе разработчики анонсировали обновление Chainlink, которое вышло в эфир на основной сети. Это обновление направлено для разработчиков, а также для интеграции с новыми проектами. Рост цены Link на 40% за неделю объясняется общим позитивным настроением рынка в преддверии инаугурации Трампа. Однако более подробный анализ данных о транзакциях в сети Chainlink показывает, что киты накапливали большие объемы токенов Link во время падения рынка на прошлой неделе. Данные Sentiment показывают, что объемы кошельков китов увеличились с 679 миллионов Link до 683 миллиона Link, начиная с 8 января. Несмотря на падение цены, киты потратили 26 миллионов долларов, чтобы купить 1,3 миллиона монет. Такое большое накопление за короткий промежуток времени сигнализирует о том, что крупные инвесторы рассматривают недавнее падение на рынке как временную фазу. Кроме того, такое крупное накопление китов во время распродажи на рынке часто происходит для поглощения избыточного предложения, создавая условия для потенциального пробоя цен после изменения настроения на рынке. Также интерес монеты сохраняется со стороны компании Трампа. Плюс к этому интеграция крипты в финансовую систему, а Chainlink активно работает с многими банками США, имеет высокий потенциал, чтобы положительно отразиться на цене Link. И это может приблизить цену монеты к диапазонам 2021 года. В таком случае нам обязательно стоит следить за вот этим диапазоном, где можно будет сделать первую покупку. Ведь криптокомпания Трампа работает на сети Link и явно продолжит инвестировать в эту монету. Как вы видите, сегодня мы разобрали множество перспективных монет, которые имеют самый высокий потенциал на рост в этом году. Но нам необходимо понимать, что на протяжении всего года будут наблюдаться локальные откаты, и это вполне нормально. Например, в прошлом году, примерно в апреле, началась коррекция, которая продлилась до 4 квартала, после чего наступил рост. Недавно мы делали прогноз на целый год, где я показал, по какому принципу и в каких фазах будет двигаться рынок в этом году, так что советую посмотреть, ведь понимая общий тренд, мы сможем заранее готовиться к потенциальным фиксациям профита или наоборот к дополнительным покупкам. А также на эти вопросы мы будем давать актуальные ответы в наших будущих роликах, так что проверьте подписку на канал и обязательно на Telegram, где выходят самые свежие новости. Также не забывайте ставить лайки, чтобы большой обзорный эфир вышел как можно раньше, и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Вам огромное спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!